Ark Royal мой первый авианосец, и я решил сразу показать, что у меня получилось. Я доволен детализацией и качеством производителя I Love Kit. Это на уровне лучших образцов Trumpeter. Осталось много фото и видеоизображений первого британского авианосца. Уточню, это первый боевой корабль Королевского флота, спроектированный именно как авианосец. Я буду демонстрировать эти видеоматериалы в процессе сборки модели. Вот Ark Royal сходит со стапелей. Это 13 апреля 1937 года. Империя готовится к большой войне, нужен современный авианосец. Это гидроплан не из авиагруппы Ark Royal. Вот Ark Royal в походном ордере, впереди будет эсминец охлаждения. А это съемка с биплана, скорее всего, с торпедоносца Swordfish. Вы видите, как подобный самолет садится на палубу Ark Royal. Но перейдем к делу. Перед нами коробка с моделью, и я буду распаковывать и показывать вам процесс. Сбоку вы видите вариант окраски, я сделал именно такой. Итак, что же внутри? Быстро показываю схема окраски. Корпус, палуба, части устанавливаются внутри корпуса, есть табличка, мелкие детали модели, подставка удобная, литники с 3 видами самолетов. Вот они. Фототравление, декаль. Все очень хорошо детализировано. Перед нами инструкция. Она очень похожа на инструкцию от Trumpeter. Вот посмотрите, одно и то же. Схема окраски. Мы рассмотрим подробно, какие краски требуются для авианосца. Предупрежу вас, что цветопередача на бумаге выглядит некорректно. На названии производителя красок понятно. Я разложил на столе все детали модели корабля, получилось много. Я видел больше, только у одного линкора, Iowa, от Very Fire. И начало работы я освобождаю обе части корпуса от литника. Все действия я буду показывать с ускорением в 2-4 раза. Я пытаюсь соединить части корпуса, эти заусенцы необходимо удалять наждачной бумагой и напильник. А вот так выглядит тест цветов на внутренней стороне корпуса. Этот очень темный, а вот этот светлый хорош. А это тест темно-серого и почти черного цветов. Я нанес их на обратную сторону палубы. В результате выбраны следующие краски. Вот золотой цвет. Это Hull Red для днища. Но после теста цвет оказался слишком темным, почти коричневым, поэтому я заменил Hull Red на Red Madder. Вот и вам советую. Red Madder. Я всегда отрезаю эти поддержки и оставляю одну. Я показываю вам это не в первый раз, это для того, чтобы было удобно красить детали. Вот, посмотрите. А вот эти детали надо отрезать сразу. И полностью это спасательные плоты, шлюпки и большие паровые катера. Шлюпок 2, а катеров 8. Вот вы видите. Таких 8, таких 2 и 13 плотов. Они перед вами. На схеме окраски указана тонкая ватерлиния. Вот она. Но на корпусе корабля ватерлинии нет, и мне придется делать это вручную. Я приклеиваю к борту модельную ленту с полиэтиленом сверху. Защитная модельная лента желтого цвета. Все литники на столе и готовы к покраске. Основной краской для самолетов я выбрал не стандартный Sky, а вот этот светло-голубой цвет. В действительности это выглядит как очень-очень светло-серый. И вот я крашу детали самолетов. Показываю в быстром темпе. А это палуба авианосца. Удобно, что палуба одной деталью. Этот корабль вообще удобно собирать. Я закрываю модельной лентой гнезда ПВО на палубе. Вы видите, как я это делаю. И я заклеиваю очень аккуратно. А теперь время красить палубу. Эта краска ложится идеально. Пора снять с палубы защитную ленту. В этот раз получилось очень хорошо. Нет потеков краски. И я демонстрирую вам палубу.
и начинаю красить литники с основными деталями модели. Вот вы уже видите, как все детали покрашены в светло-серый цвет. Теперь я буду красить детали под отравление. В этой модели таких деталей очень много. Этот производитель I Love Kit мне очень понравился. У меня нет других моделей от этого производителя, но я предполагаю, что их модели — это перепаковка моделей Trumpeter. Они очень похожи. Вот отравление покрашено, я выкладываю на специально подготовленную двухстороннюю липкую ленту детали. Это лодки и валы корабельных винтов, рядом перо руля. Эти детали красятся в красный цвет, как и днище. Демонстрирую быструю покраску. На верхней ленте я выкладываю палубы паровых катеров и крашу их в такой же светло-серый цвет. Покрашено. На верхней ленте я выложил. А теперь снова очередь лодок. Теперь я крашу внутри деревянным цветом тен. Сиденье лодок тоже этим цветом. Страница 4. Я выложил детали на инструкцию, а это лееры корабля, с которыми я сейчас буду работать. Сначала я отделю детали от литника. А пока я докрашиваю корпус корабля. Перед вами грибные лодки и паровые катера. Я сейчас буду собирать это. Покажу вам свои действия с максимальным ускорением. Я приклеиваю внутрь. И здесь устанавливаю сверху. Вот все и готово. Ну, где-то надо скорректировать кистью. Вернусь к основной работе. Я собираю некие внутренние балконы на бортах корабля. Я не знаю правильного названия этих мостиков. На одном из них установлены две шлюпки. Сейчас я соберу и установлю эти шлюпки. Шлюпки установлены. И теперь я закрываю этот короб и устанавливаю леерное ограждение перед лодками. Длинное леерное ограждение я доклеиваю левый край. Первый мостик полностью собран. Я буду заниматься вторым мостиком, похожим на балкон. Как и в предыдущий раз, я пытаюсь вставлять перемычки внутрь. Это получается не сразу, только с помощью пинцета. А затем я приклеиваю леерное ограждение. Вы видите, как я это делаю. Деталь эта длинная, деталь капризная. Деталь не устанавливается на место с первого раза. Мне приходится корректировать это пинцетом и деревянной зубочисткой с каплей клея на конце. В результате все получается красиво. На экране установка шлюпки, затем сверху приклеивается крышка короба. Это самый маленький из мостиков, и здесь тоже устанавливается леерное ограждение. Коррекция, и малый мостик готов. Еще один большой мостик, на котором устанавливаются паровые катера. Сначала я приклеиваю катера, а затем 3 стенки. После чего, точно так же, как и в предыдущие разы, я устанавливаю сверху крышу. Стенки приклеены, крыша установлена. Вы видите, мостик готов. Страница 5. Вы видите, что на страницах 4 и 5 все действия полностью одинаковы, поэтому я показываю, как собирал мостики с одной стороны, чтобы 2 раза не показывать одно и то же. Это большой двухуровневый мостик. Вот я устанавливаю на места остальные мостики. Но сначала клей, затем установка. Все детали сделаны качественно и хорошо соответствуют своим местам, то есть устанавливаются легко. Последний малый мостик и правый борт готов. Посмотрите, пожалуйста, на то, что получилось. Вот я доволен. Страница 6. Вы видите, что оба борта готовы к соединению, но сначала я установлю внутри пару мостиков с деталями. Это леерное ограждение, оно будет на носу корабля под палубой.
Это носовая палуба, я крашу якорные цепи. Так как этой части модели не видно под основной палубой, я решил не покупать цепь отдельно, как часто это делаю. А перед нами снова основная палуба корабля. Эти гнезда ПВО я крашу основным светло-серым цветом. Вот здесь есть подтеки краски, необходима коррекция, и я использую краску спрей, потому что такая же краска в баночке, как оказалось, не соответствует цвету спрея. Спрей быстро засыхает, но мне нужно не более пары минут, чтобы закрасить светлые места. Вот здесь, и вот здесь, и я закончил. Устанавливаю два кнехта на носовую палубу. Первый и второй, очень маленькие детали. А сейчас я приклеиваю перо руля. Эти перемычки позволяют корректно соединить две части корабельного корпуса. Ark Royal довольно большая модель, которой нужны ребра жесткости. Наконец я соединяю части корпуса, для начала клей. Вы видите, как я пытаюсь соединить обе части, это непросто. Но в результате у меня все получается. Качество модели высоко, и я не использую резиновые жгуты и зажимы для того, чтобы не допустить щелей в днище. Вот время вставить нижние палубы, это носовая палуба, а это палуба на корме корабля. Я устанавливаю переборку и приклеиваю леерное ограждение на корму. Посмотрим с вами на схему окраски. Тут есть тонкая ватерлиния, я это говорил, но на корпусе корабля таковой не размечена. Это неудобно, придется делать вручную. Сначала я наклеиваю тонкую модельную ленту, это трафарет будущей ватерлинии сверху, от которой наклеивается широкая бумажная защитная лента с полиэтиленом. Теперь я крашу днище корабля, я покажу это быстро, и вот здесь, внизу, эта краска ложится очень хорошо. Надо, чтобы краска высохла. Я приклеиваю такую же бумажную защитную модельную ленту, но теперь к окрашенному днищу. Так, чтобы между двух желтых бумажных лент оставалась только тонкая силиконовая белая лента, трафарет ватерлинии. Я убрал ее и крашу ватерлинию в черный цвет. Теперь можно снимать защитные ленты. Я снял защитную ленту с днища, теперь снимаю с бортов авианосца. Я показываю вам, что в результате получилось. Посмотрите, пожалуйста. Вот. Здесь у носа корабля. Мне надо корректировать кистью. Это получилось некрасиво. На корме совсем плохо. Необходимо исправлять. У спрея от мистера Хобби есть интересная особенность. Я показываю отверстие в крышке. Вот так вставить, то можно получить жидкую краску. Я нажимаю, и краска течет. А теперь могу исправить эти некрасивые потеки черной краски. Мне придется положить несколько слоев краски. Посмотрите, пожалуйста. И снова в походе перед нами наш Ark Royal. С правого борта торчит стрела подъемного крана. А я вернусь к вам 2 января 2024 года со второй серией видео. И с вами был ваш Артизан Мороз.